Что тебя здесь в этих отношениях держит? Не другой партнер, да? Мы сейчас не говорим о случаях абьюза, когда человек не дает уйти. Это совсем другая история. Мы сейчас говорим, когда эти союзы существуют добровольно, когда люди живут годами, десятилетиями и не могут или не хотят расстаться, да, то есть вроде как кажется, что они несчастливы, казалось бы, ну сколько можно это терпеть? Ну, для того, чтобы понять, а почему человек это терпит, ты должен понять, а что, собственно, лежит за этим, какая потребность и что именно привело его в эти отношения. Нас привлекают те люди, которые отвечают каким-то нашим там, представлениям о прекрасном. И не всегда это прекрасное действительно прекрасное. Если ты в детстве ты сам себе внушил или окружающие тебе внушили, что ты там из-за твоего плохого поведения там папа ушел или мама там болеет или еще что-нибудь, да, то ты пытаешься стать хорошим, чтобы папа не уходил или папа вернулся, чтобы мама, то есть на тебя перекладывают ответственность как на взрослого. Вот, за что ты не являешься ответственным. Поэтому, когда ты встречаешь такого человека, ты просто по-другому часто не умеешь. То есть тебе кажется, что если ты сейчас будешь правильным, не знаю, там, красивым, умным, молчаливым или наоборот заботливым, да, то человек от тебя не уйдет. И для тебя это, с другой стороны, тоже какое-то ощущение своей власти, да, то есть человеку я нужен, а значит, он меня не бросит. То есть вот эти вот а, паттерны, которые нас привели в отношения, они же, собственно, нам и не дают уходить из этих отношений. Когда человек надеется, что что-то изменится, знаете, если ты делаешь то, что ты продолжаешь делать, не надейся, что что-то будет идти по-другому. Поэтому само ничего не поменяется. Для того, чтобы что-то поменялось, нужна воля. Для того, чтобы человек поменялся, нужна его воля. Для того, чтобы твоя жизнь поменялась, нужна твоя воля. Иногда эти истории совпадают, иногда они не совпадают, да. И в зависимости от этого можно выбрать несколько стратегий. Но как минимум для начала, то есть понять, да, для себя, что тебя удерживает в этих отношениях. И если там есть что-то, что нужно спасать, тогда имеет смысл, ну, начать с простого, поговорить с партнером. Под партнером я имею в виду начальника, партнера такого личного, да, то есть тут твоего человека, с которым у тебя вот такие сложились токсичные отношения. Вот, для того, чтобы поговорить с ним, нужно для начала разобраться с собой. Нужно для начала понять, что вы находитесь здесь. Если вы хотите, чтобы что-то шло по-другому, вам нужно предпринимать какие-то другие действия. А какие-то действия, да, и нужны ли они вообще в принципе вам? Ну, это история такой маленькой терапии или маленького такого, ну, изучения этой ситуации. А как заметить, что человек не хочет изменяться, а только что-то обещает? Ну, здесь на самом деле просто, да, если он предпринимает конкретные действия, знаете, как говорят, не надо стараться, надо делать. То есть если человек что-то делает, реально, в реальной жизни, тогда даже если у него не получается, даже если у него там получается плохо или неправильно, или он ошибается, да, но при этом он идет, наступает на горло собственной песни, в каком плане, да, то есть это компромисс, это всегда движение навстречу друг другу. То есть он не просто там говорит, я там брошу пить, например, условно говоря, да, он идет к наркологу, к специалисту, либо, то есть занимается конкретно этой проблемой. А когда просто разговоры, да, ну, во-первых, в разговорах нет конкретики. То есть, когда вы общаетесь с таким человеком, вам нужно конкретно понять для себя, для начала, как я пойму, что он делает это, да, то есть вот эти конкретные шаги можно предложить ему. Да, есть какая-то цель там, долгосрочная, есть краткосрочная, например, там, по маленьким шажочкам. Если там партнер не проводит с вами время, да, вы конкретно просто говорите, а давай мы с тобой будем проводить там каждую пятницу там час, например, вместе и смотрите, насколько это выполняется. То ли это только вам нужно, да, и вы постоянно об этом напоминаете, то ли он сам действительно выкраивает время, да, для действительно важных вещей человек может выкроить время. Если, например, это срывается, то нужно понять, срывается, есть действительно объективные причины, да,
а есть, ну, то, что можно изменить. К сожалению, здесь нет рецептов готовых. Здесь только ваша наблюдательность и честность к себе по отношению, в первую очередь, по отношению к себе. То есть вам нужно не придумывать, не додумывать эти изменения, да, как он старается, или там он сладко говорит, что он старается, а вы такие: "Ну да, старается". А реально их видеть и честно себе в какой-то момент сказать, действительно ли вы продвигаетесь или не продвигаетесь. А может такое случиться, что человек старается, а у него все равно не получается так, как вам нужно. Вот, и здесь тоже нужно понять, а вы готовы подвинуться в своих каких-то ожиданиях? То есть, вы можете просто, условно говоря, человек может, не мочь вам физически дать, физически, психологически, он не умеет, у него этого нет, да, то, что вам от него нужно. Если человек не различает цвета, он дальтоник, страдает дальтонизмом, то вы просто не заставите его видеть цвета. Он не умеет там любить, заботиться и т.д. и т.п. А иногда ему нужно подсказать: "Вот так я пойму, что ты обо мне заботишься". Но, в общем, да, тут как бы в том числе и честность по отношению к себе и к вашим ожиданиям. С чем вы готовы, мириться, а с чем вы не готовы мириться. И часто склонны обманывать себя просто потому, что они боятся. Боятся понять, что стоит за этой правдой. Боятся сказать себе, что я столько лет жил вот так, вот так, вот так. На самом деле там было все по-другому, да. Знаете, как говорят, не задавайте вопросы, если вы не готовы услышать на них ответов. То есть если ты не готов ничего менять, очень часто женщина, например, делает вид, ну или мужчина, неважно, что он не понимает, что происходит измена со стороны партнера, потому что он не готов с этой информацией ничего делать. Есть куча, например, факторов, которые для него важнее в этих отношениях. Ну, там, статус замужней, там, женатого, там, денег или еще что-нибудь, да. А он не может с этим ничего сделать. У него нет ресурсов или желания, да, сейчас пойти, там, инициировать расставание, найти другого человека. То есть это страх. А что стоит за этим страхом? Это, ну, тоже тема для, изучения конкретного. Вот. И иногда люди, но важно понимать, что если ты взглянешь в глаза своему страху, то ты можешь с этим что-то сделать. Если ты продолжишь быть слепым, то ничего не изменится. Да, гарантий никаких. Твой страх может осуществиться, да, ты действительно можешь там остаться один, или тебя могут уволить с работы, или, ну, в общем, много других вариантов, расстроятся отношения. Но если ты посмотришь в глаза этому страху, что за этим, то у тебя есть шанс улучшить свою жизнь. Если ты будешь вот так вот, да, сидеть в шорах, добровольных шорах, то нужно понимать, что шансов нет никаких. А любить себя, как что такое любить себя, как понять, любишь ли ты себя или нет, вы знаете, это по-разному можно. То есть в каждом конкретном ситуации иногда любить себя — это расстаться с человеком, иногда любить себя — это остаться с человеком и пытаться что-то изменить. Здесь нужно понимать, на что ты ориентируешься. То есть если ты думаешь о том, хорошо ли мне в этих отношениях, да, то есть насколько что я получаю в этих отношениях, как бы мне не страдать, да, или наоборот там получать какое-то удовольствие. Или ты думаешь о партнере, что только партнер получает от этого. Да, то есть здесь нужно очень четко отследить, что конкретно происходит у вас, конкретно внутри тебя в этих отношениях. Вот. И здесь очень хорошо помогают ценности, то есть ориентация на ценности, чтобы понять, какие нужны тебе отношения, что ты назовешь счастливыми отношениями. И смотреть, насколько они соответствуют тому, что у тебя сейчас происходит, да. И понять, ты в этих отношениях остаешься, чтобы себе делать хорошо или делать хорошо партнеру. Это действительно иногда сложно отделить, особенно когда речь заходит о любви. Ну, то есть, ты понимаешь, ну, любить себя для меня быть с этим человеком, да, вроде как. А с другой стороны, любить себя — это быть тем человеком, который меня уважает, или быть тем человеком, который обо мне заботится. И, а вот если я с этим человеком, и он меня не уважает, и он обо мне не заботится, то, наверное, здесь все-таки идет вразрез с моими ценностями. То есть вот для начала себе нужно ответить на вопрос, чего я хочу от жизни, в принципе, да, и на основе вот этих ценностей выстраивать свои взаимоотношения с собой в первую очередь и с окружающими людьми. Вот. И когда ты поймешь, что я хочу, тебе будет гораздо проще сравнить то, что у тебя есть, с тем, что ты хочешь, и понять, это я из любви к себе делаю,
или из-за каких-то других стремлений, травм, там, обстоятельств. Часто люди боятся, понимая всю деструктивность этих отношений, они боятся выходить из них просто потому, что, теряя эти отношения, они теряют себя, часть себя, то есть свою значимость, да, в какой-то момент. То есть если, например, эти деструктивные отношения там, с зависимым человеком, мы можем не понимать, а в чем, собственно, наша ценность для жизни, да, а вот так она ценность, да, мы заботимся, мы спасаем, то есть вот этот синдром спасателя, и здесь действительно сложно отделить иногда, это забота о близком человеке или это спасательство. Вместо того, чтобы заниматься своей жизнью, да, мы не можем придумать, что в нашей жизни такого важного, чем мы важны сами по себе, да, для того, чтобы и перестать вот так вот спасать другого человека. И вот здесь бывает действительно сложно, то есть это процесс непростой. Это не то, что ты придешь к человеку и говоришь, да ты посмотри, ты же на него тратишь свою жизнь. А он тебе скажет: "А, точно", и все нормально пойдет, да. Он не тратит свою жизнь, он исполняет какую-то свою программу. Он, исполняет какие-то он, действует в соответствии со своими паттернами, со своими травмами. И здесь, как мы уже говорили раньше, важно остановиться, посмотреть на это там, с помощью других людей, да, самостоятельно, и понять, что да, просто не будет. То есть отношения закончатся, а то, из-за чего они начались, то есть вот это ощущение неполноценности, ощущение, что меня никто не полюбит, если я не буду такой-то, 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 да, страх остаться одной, страх вообще быть ничтожеством, потому что а кто я, если я не такая, не мать-героиня, которая спасает того, 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 то кто я тогда? И нужно понимать, что это непросто, но при этом, это необходимо для того, чтобы сделать вашу жизнь лучше.